Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил. Картофельное пюре с сыром, английские колбаски в луковом соусе. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать одно английское традиционное блюдо sausage mash или колбаски с картофельным пюре. Я давно это не делал, и что так захотелось это сделать, и сегодня я с вами поделиться методом приготовления этого блюда. И сегодня я сделал немножко картофельное пюре по-другому. Никуда не уходите, я вам покажу, что я добавлю сегодня туда в картофельное пюре. Потому что недавно моя половина готовила, я не снимал, но получилось обалденно вкусно. Я решил сделать то же самое и с вами поделиться методом приготовления того картофельного пюре. А чтобы время терять, покажу, что и как я буду делать. Итак, сегодня я буду пользоваться только одной плиткой, потому что другую плитку я чищу сегодня. А сейчас, в первую очередь, что мы сделаем. Я взял форму, попрыскаю маслом, чтобы нигде ничего не пригорало. Так. В то же время я включу чайник, мне понадобится горячая вода. И здесь у меня английские колбаски, они все сырые. Чтобы их кушать, надо их приготовить. И складываем колбаски сюда в форму. Вот так. И отправим в духовку 180 градусов до готовности. Но я думаю, что где-то полчаса пойдет. Время от времени будем поворачивать, чтобы румянилось со всех сторон. Так что 180 градусов пойдет в духовку сейчас. Тем временем мы сейчас мы займемся приготовлением подливки. Луковая подливка пойдет, или соус. В первую очередь я сейчас один кубик бульона куриного. И пускай растворяется здесь все это. Это для подливки. Обратите внимание, я буду пользоваться растворимым соусом. Да, если у вас этого нет, то вам придется делать соус или подливку, как положено, с мукою. Итак, пускай это растворяется. Здесь у меня 2 луковицы, и мы сейчас сравнительно по-крупному порежем. Полукольцами. Сейчас в первую очередь сделаем подливку, и тогда я поставлю картошку варить для пюре. Так. Итак, сюда, в эту кастрюльку мы добавляем сливочное масло. И добавляю постное масло или растительное масло, чтобы сливочное масло не подгорало. Индукционная плитка готовится очень быстро, так что нагревается очень быстро. Так. И сюда теперь я добавляю лук. И нам надо пережарить лук. Итак, лук у нас начинает румяниться. И теперь мы сюда добавляем половину из бульона, что мы сделали. Примерно так. В вашем случае, если у вас растворимого бульона нет, как у меня, так вам надо было вначале муку добавить и потом
пережарить муку и потом добавить бульон. И сюда же теперь добавляю молоко. Добавляю сюда же перец молотый. И совсем слегка подсолю, потому что бульон куриный уже соленый сам по себе. Для вкуса. Прелесть растворимого бульона та, что можно добавлять в горячую жидкость. Как это закипит, мы добавим сюда растворимый бульон. Я пользуюсь таким бульоном, и ради бога, я никому рекламу делать не собираюсь, я просто вам делюсь, чем я пользуюсь. Итак, молоко у нас закипело, сейчас добавляем растворимый соус. Перемешаю, посмотрю по густоте, если надо, то еще добавлю. Итак, соус у меня закипел, густота меня устраивает, все устраивает. Сейчас попробую на вкус. Соус получился обалденно вкусный. Сейчас дам пару минуточек покипеть, и на этом соус готов. И потом я покажу, что дальше делать. Итак, соус у меня получился обалденно вкусный. На газе на вкус меня устраивает. Теперь я выключил плитку, и на этом соус готовый. Так что ждем, как у нас колбаски приготовятся. Я покажу, что дальше делать. Для картофельного пюре теперь картошку вычистил, вымыл, залил водой, и сюда заливаем оставшийся бульон. Накрываю, включаю плитку. И пускай варится до готовности. И к нашему блюду я решил порезать немножко огурчик. Что-то свеженькое будет. Так что мы теперь ждем, как у нас колбаски приготовятся. Я тогда покажу, что дальше делать с колбасками и соусом. И как картошка у нас сварится, я покажу, что дальше делать с картошкой. И на этом все нарезки у нас сегодня закончены. Итак, колбаски у нас хорошо приготовились. Смотрите, как красиво они выглядят. И теперь мы возьмем этот соус и сверху соусом зальем. Расправим. И отправим обратно в духовку на 5 минут, и тогда на этом у нас колбаски будут готовые. Так что 5 минут в духовку, и тогда мы ждем, как картошка у нас сварится, и я покажу, как картофельное пюре делать. Итак, картошка у меня сварилась, отцедил от воды. Сейчас я сюда добавлю масло. Сливки. И отправлю обратно на плитку, чтобы сливки закипели. И тогда покажу, что дальше делать. Итак, сливки у меня закипели. Так, теперь сюда я добавляю перец. Соль по вкусу. И толчем. Итак, пюрешка у меня готова. Сейчас я это очищу. Теперь сюда добавляю сыр тертый. У меня тут есть. Как следует перемешаю. Вот так. И через 10 минут можно подавать все это на стол. Так что пюрешка у нас готова тоже.
Ну, вот такой финальный результат получился. Выглядит очень аппетитно, получилось обалденно вкусно. И, конечно, немножко я украсил свежим укропчиком и свежим луком тоже. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве обеда или ужина. В моем случае я сделал картофельное пюре с сыром. Это обалденно вкусно. И также я сделал английские колбаски в луковом соусе. Все это обалденно вкусно. Я надеюсь, что, посмотрев сегодняшнее видео, я вам дал какую-то идею сделать то же самое, если вы раньше такое не делали. Или сделайте опять, если вы очень давно это не делали. Потому что я на моем канале никого учить не хочу и не могу. А я просто с вами делюсь тем, что я делаю дома, моей семье на ужин или на обед. А на этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать еще мирного неба. Берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, приятного аппетита и пока-пока.